Всем привет, с вами Торичан. Знали ли вы, что у японцев совершенно другое восприятие цвета, начиная от того, что они называют зеленые светофоры голубыми, и также в Японии есть запрещенные цвета. Причина тому необычное отношение японцев к цветам, которое родилось из культуры традиционных цветов в Японии. В Японии есть свои традиционные цвета, которых нет в других странах. Японские традиционные цвета называются Nihon no Dento Tekina Iro или Washoku. И знаете, сколько их в Японии? Более 1100 официальных названий цветов. И это традиционные цвета до того, как появилась RGB и понятие колористики. Иногда мне кажется, что в японском языке для любого цвета есть свое официальное японское название. Например, то, что мы назвали бы оранжевым, в японском можно назвать как каки-иро, кицуне-иро, дай-дай-иро, шу-иро и так далее. Для каждого оттенка оранжевого цвета есть свое название, и так для всех цветов. И главная особенность таких японских названий в том, что они официальные. Если вы загуглите каки-иро, то примерно одинаковый цвет в гугле на разных сайтах выйдет. Появление такого огромного количества традиционных цветов и их названий обусловлено двумя факторами. Первое – это японская любовь к природе. Большинство цветов японцы брали из природы, как и их название. Почти все японские цвета названы в честь разных цветов, птиц или природных явлений. И второе – это философия отношения к цвету. В Японии еще с давних времен у каждого цвета есть свое значение и свой статус. Цвет кимоно, одежды, раньше напрямую показывал статус человека, поэтому любой цвет на свой вкус носить раньше было нельзя, только тот, который подходит твоему статусу. И поскольку ткани ярких цветов раньше было трудно делать, понятное дело, что яркая одежда, яркое кимоно было только для богатых, но это еще не все. В Японии также раньше было разделение на 12 рангов для высоких чинов, и у каждого ранга был свой цвет, и даже в самом ранге были подранги. Для высокого уровня более яркий цвет, для низкого уровня в том же ранге более светлый, тусклый цвет. Самым высоким по статусу был ярко-фиолетовый цвет, а самым низким черный и тускло-черный, как серый цвет. Сейчас это трудно себе представить, но в те времена простым японским селянам было запрещено носить яркую одежду. Не потому что она была дорогая, а по закону. Цвета, которые разрешались носить селянам, это были юрюши-иро, так и переводится простительный цвет, а также тусклые оттенки серого, коричневого и индиго. Это, кстати, очень заметно с традиционных японских гравюр. Но простым людям тоже хотелось как-то скрасить свою жизнь, поэтому в период Эдо появилась так называемая Шиджу Хачахяку Незуми Иро, 48 из 100 чайно-пепельных оттенков, можно дословно перевести, их не было 48 или 100, это просто название, чтобы передать, что этих оттенков было много. Это были разные оттенки, но в простительной селянам гамме: коричневого на японском чайро, чайного цвета, серого на японском незумиро, пепельного цвета, а также индиго, аиро, цвет, который получается из растения аи. Создавать и комбинировать разные цвета было одно из развлечений простых людей периода Эдо. У каждого цвета есть свое уникальное японское название, которое положило основу японской традиционной палитре. Также в Японии были запрещенные цвета. Например, цвета, которые никому нельзя носить или использовать без разрешения на то императора. Какой именно это был цвет, менялось от эпохи. В зависимости от трудности изготовления этого цвета, наверное, или, может быть, другие были причины, но самые известные запрещенные цвета – это вот такие вот цвета. Они были разные в разную эпоху. Также в Японии были и до сих пор есть запрещенные цвета, которые никто не может носить. Вот эти два цвета. Да, это правда, что даже в наше время, в современной Японии, есть запрещенные цвета. Почему? Потому что эти два цвета могут носить только император и сын императора. И даже в наше время эта традиция продолжается. На разных больших мероприятиях и событиях император обычно в кимоно этого самого запрещенного цвета. Так что вас на улице за это могут арестовать?
Дамочка, пройдемте со мной, вы одеты в запрещенный в Японии цвет. Нет, даже более того, не все японцы знают о существовании запрещенных цветов. Вся суть в том, как обозвать цвет. Именно это название может быть только у одежды, у кимоно императора. Поэтому, если у вас одежда похожего цвета, она, скорее всего, сделана по другой технологии и не может называться так же, как и одежда императора. Вот и все. На этом изобретательность и любовь японцев к цвету не останавливается. В эпоху Хэйан в Японии стало очень популярно накладывать цвета друг на друга слоями для получения новых цветов. Это касается как живописи, так и одежды. Стал популярен стиль касанеги, лейеринг кимоно, когда много-много слоев кимоно надевают, чтобы добиться эффекта нового цвета создания, когда сквозь верхние слои ткани просвечиваются нижние слои ткани. И не только, когда вы совмещаете несколько разных видов ткани, тоже это считалось за новый цвет. Думаю, вы не раз могли видеть принцесс в такой одежде в аниме или на традиционных японских картинах. Это все стало основой японского современного отношения к цвету. Представьте себе школьников японцев, которые учат все эти названия цветов, а они это делают в школе. Какие японские цвета существуют, покажу вам на примере вот этих красок. Это самый знаменитый японский изготовитель красок Куритаке. Очень классные краски. Именно это акварель. Набор называется Гансай Тамби. Смотрите, какие цвета здесь. Вот здесь на крышке написано японское название краски и английский перевод. А также под краской тоже написано название, чтобы было понятно, куда возвращать краску. И на самой краске тоже. Поэтому много разного красного, но понятно, куда ее нужно вернуть. Что из себя представляют японские традиционные цвета и их названия, покажу на примере этих красок. Первое — это вот такой вот красный на вид цвет. Это коубай, называется на японском языке, обозначает красная слива. Коубай-иро – это цвет лепестков цветущей красной сливы. Японская слива обычно цветет в конце зимы, в начале весны, до начала цветения сакуры. Второй цвет – это дай-дай. Дай-дай – это название японского апельсина. Вот этот яркий желтый цвет называется ямабуки, и это название вот такого цветка. Этот цвет на английском называется horizon blue, а на японском васаренагуса. Цвет незабудки. А вот этот цвет на японском называется Fuji-iro, цвет цветов Fuji, глицинии. Сакура-иро, цвет цветущей сакуры. Японская сакура цветет бледно-розовым цветом. А вот этот цвет на английском называется maroon, каштановый, а на японском адзуки-иро, цвет красных бобов адзуки. Вот это уже кури-иро, цвет каштана. Для наглядности я не мешала цвета, использовала только по одному цвету. Очень они яркие и при этом хорошо ложатся. Смотрится неплохо, мне кажется. Такая японская акварель – это современный формат, а вот традиционная смотрится намного интереснее. Это набор Сайбоку Шимби, японская акварель в традиционном формате. Внутри набора находятся вот такие деревянные коробочки, а в каждой такой коробочке засушенный красочный пигмент в форме палочки. Да, это краска, вот так выглядит японская традиционная акварель. Нет, ее не используют как мелки, для ее использования нужен вот такой вот, это называется ink stone на английском языке, камень для разведения чернил. Для использования этой краски на камень добавляют немного воды и растирают на нем краску до желаемой консистенции. Особенность этого набора Сайбоку Шимби в том, что такие краски намного дольше сохраняют свой цвет и яркость. Здесь не такая большая палитра, но все это традиционные японские цвета. И еще одна интересная особенность этого набора, мне показалось это очень интересным, здесь целых два черных цвета. Этот цвет – это слегка с коричневым оттенком черный, теплый черный цвет, и он используется обычно для японской традиционной каллиграфии. А это черный цвет слегка с голубоватым оттенком, который используется для обычных рисунков, для чего угодно тоже можно его использовать.
и можно их смешивать, что очень необычно. Когда вы рисуете акварелью, вам обычно говорят: не используйте черный цвет, а в Японии такого нет, потому что черный это тоже цвет. Набор для тех, кто хотел бы опробовать что-то новое. Можно хорошо так помедитировать, пока краску натираешь. Мне кажется, очень интересно. Надеюсь, что вам было интересно сегодняшнее видео. Увидимся еще. Всем пока!